Сегодня мы поговорим о том, как понять по результатам УЗИ сосудов шеи, нужны ли статины, с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. Ну тогда начнем. УЗИ БЦА или УЗИ брахиоцефальных артерий – это УЗИ сосудов головы и шеи. По результатам этого исследования можно с большой вероятностью предположить, есть ли бляшки в сосудах сердца или нет. Если бляшки обнаружатся в сосудах шеи, то, скорее всего, они есть и в сосудах сердца. Как же понять по результатам УЗИ сосудов головы и шеи, нужны ли статины или нет? Первый показатель, на который надо обратить внимание, это коэффициент интима-медиа. Интима-медиа – это название внутренней и средней оболочек сосуда. Если их толщина увеличена, норма, до 0,9 мм, то это еще не бляшка, но на этом месте в будущем она и образуется. На данном этапе лечения статинами не нужно. Необходимо просто избавиться от вредных привычек, если они есть, и вести правильный образ жизни с ограничением в питании животных жиров. Немного более сложная ситуация – это когда бляшка уже есть, но она занимает от 25 до 49% просвета сосудов. Это называется нестенозирующий, то есть сужающий, но незначительно атеросклероз. В данной ситуации, да, статины уже назначаются, а их дозировка подбирается исходя из ваших показателей холестерина и ЛПНП. Это плохой холестерин, из которого и строятся бляшки. Самая сложная ситуация – это когда бляшка занимает больше 50% просвета сосуда. Это называется стенозирующий, то есть значительно сужающий, атеросклероз. При такой ситуации помимо статинов назначаются еще и кроворазжижающие препараты. Самые популярные – кардиомагнил, аспирин Карде, тромбоаз, ацикардол и другие. Объясняю зачем. В данном случае бляшки уже больше, 50% и более. И в случае, если статины не успеют подействовать на бляшки, и бляшки эрозируются, то есть разорвутся, и затромбируются, то приведет к инфаркту или же инсульту, то кроворазжижающий препарат сумеет вовремя рассосать этот тромб, и кровоснабжение в сосуде с бляшкой восстановится. Но необходимо помнить, что на одно УЗИ сосудов головы и шеи нельзя ориентироваться. Есть множество факторов, например, длительный стаж курения, гипертонии, наличие в анамнезе стенокардии, ТИА, инсульта или инфаркта, которые в совокупности также могут говорить о необходимости начала приема статинов, даже без УЗИ. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!